Хей-хей-хей, всем привет, и это Humid Beach. Сегодня я буду рисовать в скетчбуке Max Goods, состав целлюлоза, а акварель сегодня Ван Гог и Дэниел Смит. Да, и это Билли. Сейчас она очень популярна, так сказать, на пике своей славы. На самом деле не на пике, просто популярная. В общем, почти всегда перед началом рисования я убираю сейчас лишний графит, потому что я рисую 2B, это очень мягкий карандаш, и всегда есть риск, что карандаш размоется водой и сделает работу грязной. Поэтому в последнее время я реально стараюсь убирать графит и делаю это просто клячкой. Работу я всегда начинаю с легких заливок в акварели и постепенно набираю тон. Но в последнее время я словила себя на мысли, что хочу попробовать наоборот. Я часто вижу, что художники начинают от темных теней и переходят как-то постепенно в доработку просто общей картины. Надеюсь, я скоро попробую этот метод, потому что давно я не экспериментировала в таком плане и обычно просто делаю либо начинаю работу с общего, либо начинаю с каких-то маленьких деталей и постепенно дорабатываю всю работу. И да, к сожалению, камера не передает всех оттенков, и работа выглядит намного скучнее, чем есть она в жизни. Голубые цвета не такие голубые, а серые не такие интересные. Я всегда стараюсь не затрагивать участки, где есть свет, но какие-то маленькие блики я всегда предпочитаю делать в конце и делаю их акрилом титановым. Цинковый окисляется. Есть, конечно, маскирующие жидкости, но, к сожалению, от них ты не добьешься таких эффектов. Но в определенных моментах, конечно же, ее можно использовать. Например, если есть какие-то декоративные элементы, которые не нужно затрагивать, или маскирующей жидкостью можно защищать те элементы, которые ты боишься все-таки затронуть. Но, думаю, наверное, про маскирующую жидкость все знают, поэтому не буду рассказывать, как она работает. Да и к тому же в этой работе я не буду использовать маскирующую жидкость. Да и на самом деле я вообще редко когда ее использую. Кстати, мне нравится работать с помощью большого количества слоев, особенно в скетчбуке на целлюлозе. Это выглядит, как по мне, очень интересно. Вообще мне нравится добавлять много деталей, в том плане не больше ресничек, пышнее реснички, больше бровей, не знаю, больше волосков прорисованных, а в том плане, что с помощью мазков добавлять детали. Мне кажется, работа так выглядит намного интереснее и как-то фактурнее. Я постепенно стараюсь углублять тени, добавляя полупрозрачные мазки там, где они нужны. Стараюсь между слоями добавлять чистые прозрачные цвета, чтобы в конечном итоге в работе появились насыщенные элементы или какая-то прозрачность за счет слоев, чтобы в конце был какой-то просвет этого яркого элемента. Иногда мне хочется сильно прорабатывать рисунок, делать его реалистичным, но в процессе я понимаю, что мне хочется свободы и какой-то незавершенности. Обычно это называют акварельностью или как акварельно, не помню, живописно в общем. Для меня подобные работы очень привлекательны, вот конкретно незавершенные. Мне очень нравится, когда работа имеет какую-то загадочность и таинственность. Зачастую меня устраивает работа где-то на почти конечном этапе, но я почему-то все равно стараюсь довести ее до конца, добавить больше деталей или декоративности, и иногда идет это не на пользу работе. И почему я говорю работа? Рисунок. Давайте делать это проще. И да, если честно, то вначале рисунок всегда выглядит не ахти, особенно если ты работаешь сразу над всеми деталями. И да, я обычно рисую работу почти одной кистью. Сегодня это альбатрос, имитация белки номер 5. Обычно мне хочется как можно быстрее начать прорисовывать детали, чтобы преобразить работу. Потому что мне невыносимо смотреть на то, как на начальном этапе работа выглядит. Она просто ничем не примечательна, выглядит какой-то серой, скучной и никчемной. Кстати, палитра у меня сегодня керамическая, и вообще в последнее время мне очень нравится работать именно на каком-то стекле. Мне кажется, это очень круто и удобно, и еще практично, потому что они очень удобно моются, в отличие от пластиковых палитр. И, кстати, мои краски, кисти, вообще почти все материалы, которыми я пользуюсь, я достаю их из красного карандаша. Это магазин московский, у них есть интернет-магазин, поэтому вы, кстати, всегда можете воспользоваться скидкой по промокоду HumidBeach. Я, конечно, оставлю эту информацию в профиле
под видео. Сегодня рисую достаточно медленно, стараюсь делать обдуманные действия, но так выходит не всегда, и не всегда придерживаюсь этой позиции. Обычно начинаю бесконтрольно намешивать цвета и ляпать их там, где вздумается. Стараюсь добавить цвет и глубину на губах, при этом сохранить небольшие светлые участки, которые служат нам для объема, но в конце я наверняка все равно буду добавлять акценты акрилом. Очень маленькие детали я прорабатываю кистью Pinax High Tech. Это кисть нового поколения, точнее синтетика нового поколения. Сейчас это моя универсальная кисть для всех очень-очень-очень маленьких деталей. Я обычно не использую чисто черный цвет, потому что у меня его нету. Я, так сказать, намешиваю грязь в своей палитре из того, что есть. В ход идут просто абсолютно все цвета, любые оттенки синих, красных, желтых и зеленых оттенков. Я намешиваю это все, и вам может показаться, что у меня просто черный цвет на бумаге, но это не так. Кстати, мне иногда очень сложно контролировать кисть, особенно на очень маленьких элементах. Знаете, рука иногда ведет не туда, и потом, конечно же, мне приходится делать вид, что так и нужно, ха-ха. А вообще, полезны ли для вас такие видео без ускорения? Как по мне, иногда слова не всегда нужны, и наглядность — это самый лучший друг. Потому что, я думаю, посмотрев процесс, посмотрев, как художник рисует, можно понять многое без слов. Да и на самом деле я не всегда хочу и могу объяснять каждое свое действие или расписывать то, какие цвета я намешиваю, как намешиваю, с какой пропорцией. Мне кажется, это и сложно, и все равно у каждого свои методы. И каждый должен прийти к ним самостоятельно. Я считаю, чтобы найти наиболее удачные смеси для себя, можно только с практикой. Ведь вкусы у всех разные, да и когда вы ищете, а не берете готовые смеси у какого-нибудь художника, это намного интереснее и полезнее. Потому что в процессе вы также можете найти какие-то суперклассные смеси, которые не будут там, например, ни у кого. Потому что вы как-то так смешали, и вот получилось очень классно. Ну что, наверное, все. Я заканчиваю свою болтовню. Всем пока, всем удачи и желаю вам вдохновения. Вот так вот. Всем пока. И да, не забывайте оставлять свои комментарии, мне очень важен ваш отклик, потому что от этого будет зависеть то, какие форматы я буду выпускать на своем канале. Мне не хочется делать типичный спидпейнт и ускорять видео на максимум, чтобы оно было максимально коротким и, возможно, максимально неинформативным. Поэтому, если вам будет заходить такой контент, то я буду продолжать делать и выкладывать работы в реальном времени. Ну а теперь, я надеюсь, вам понравится мое видео, и дальше будет процесс без ускорения. Так что еще раз всем пока. И да, не забывайте подписываться на мой Инстаграм, я вас там жду.